понятно. Это, скорее всего, у вас язва желудка. При язве желудка всегда падает железо. Или язва двенадцатиперстной кишки. Что поможет? Я всегда говорил, еще раз хочу вам повторить. Смотрите, все заболевания человека, я могу сказать 99,9%, они связаны с истощением нашей психики, центральной нервной деятельности. Все. Любое заболевание берем, и оно, даже ожирение, все это связано с истощением психики. Да, можно сказать, что нет, это не так, Андрей Андреевич, все связано с питанием. Я ездил в Голландию. Ездишь по Голландии, смотришь на людей, все спокойные, никто ни о чем не заботится, у всех там пенсии, зарплаты хорошие и так далее. В Швейцарии у всех пенсии нормальные, зарплаты хорошие, все там хорошо чувствуют. Нет полных людей, хотя едят с утра до ночи. И едят и жиры, и белки, и конфетами заедают и так далее. Приезжаешь в страны такие, где человек должен быть все время в стрессе, все время перед кем-то отчитываться, все время быть в строю, все время бояться, все время. Вот в таких странах, где бесконечное количество стресса, где человеку нужно быть умным, где человек должен представлять из себя что-то, в этих странах постоянно избыточный вес, гипертоническое заболевание сердца. Говорят, нет, гипертоническое заболевание сердца это не связано никаким образом с психической нервной деятельностью, с центральной нервной деятельностью. А как же объяснить вот такие вот моменты? Упала ракета, взорвался дом у женщины, которая находилась в доме. Это произошло в 2022 году. В соседней комнате был взрыв. После этого она не пострадала, у нее контузии не было. Помогли ей выйти из такого жилого дома. Это было в городе Киеве. И после этого по сей день у этой женщины никакие препараты не могут снизить ей давление. Почему? Это так устроена наша психика. Произошло максимально мощное истощение, максимально сильнейший стресс. Что послужило триггером для того, чтобы сейчас давление у нее все время было? И что необходимо делать? Принимали триплексам, принимали препараты по снижению давления, что только не принимали. Я посоветовал ей принимать препараты для успокоения центральной нервной деятельности. Какие это препараты? Первый препарат это гамма-аминомасляная кислота. И мой препарат Поставит. По 2 таблетки 3 раза в день пила, по 2 таблетки 4 раза в день пила чай Поставит. Все это делала совместно с применением еще и седативных препаратов, несложных. Отменила применение препаратов от давления, принимала триплексам, сейчас давление нормализовалось и не поднимается. Это то, о чем я говорю. Практически большинство заболеваний, которыми болеет человек, связаны со стрессом. Но когда человек рассматривает стрессы, как ожирение, допустим, Андрей Ильич, при чем тут ожирение? Объясняю. Наш мозг, он нуждается в углеводах. Когда вы садитесь и начинаете изучать что-либо, читать, вот девочка одна написала: Андрей Андреевич, я хочу срочно начать изучать языки, и я не могу, у меня не получается, какой мне шум слушать, что мне делать? Если вы садитесь, начинаете читать текст, не можете его запомнить, начинаете читать или начинаете изучать что-либо, ничего не можете запомнить. Это говорит о том, что первое, мозг нуждается в углеводах, а там диета. Второе, мозг нуждается в спокойствии, то есть человеку необходимы седативные препараты. А какие это препараты седативные? Смотрите, это витамин, прежде всего, это гамма-аминомасляная кислота, это L-триптофан, это на ночь обязательно, мелатонин. Кстати, если начать принимать на ночь мелатонин, просто по 1 таблетке и мои 3 таблетки Соник рассасывать, то как бы вы долго не болели гипертоническим заболеванием сердца, а кстати можно еще коэнзим Q10 по 1 таблетке 2 раза в день. Как бы долго вы не болели данным заболеванием, вы будете заболеванием гипертония, вы очень быстро перестанете им болеть. Вот вам и открытие. Успокоили центральную нервную деятельность, центральную нервную систему, и гипертония исчезла.